Всем здравствуйте, рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня посмотрим поток, что хотят вам передать. Что хотят вам передать сегодня поток. Так, расклад на 3 варианта. Выбирайте, пожалуйста, свою позицию. Кто хочет смотреть целиком, можно смотреть целиком. И начну. Первый вариант – поток для вас. Смотрите, о чем здесь поток? О том, что вы вышли в новый этап своей жизни, вырвались, вывели себя самостоятельно в новый счастливый этап. Переход в новое у вас произошел очень счастливый, очень удачный, из, может быть, застоя какого-то, из какой-то сложности. Здесь могла ситуация полностью перевернуться, максимально перевернуться, то есть было как будто бы, может быть, даже у кого-то все плохо, и вдруг резко вы вывели себя. Это благодаря вашим личным усилиям. Вы справились с какой-то затяжной ситуацией, с негативной ситуацией. То есть вы вышли из нее, самостоятельно, это ваша заслуга, вас здесь хвалят, высшие силы вас хвалят, говорят, что вы большой молодец, на этом пути вы очень хорошо постарались, вы были сильны, вы управляли прекрасно какой-то ситуацией, что-то такое произошло очень важное, очень значимое сейчас у вас, что выбросило вас на другой уровень, вывело вас как будто бы из негативного сценария, резкий переход, резкий выброс произошел, выход. Смотрите, здесь о чем? Здесь вы правильно приняли какое-то, может быть, решение, может быть, воспользовались какой-то своей мудростью, может быть, правильные шаги сделали в каком-то направлении. Что-то вы правильно, очень верно сделали в какой-то ситуации, верно поступили. И благодаря этому был пройден важный кармический урок, серьезный кармический урок, который помог вас вывести на новый уровень, на совершенно другой уровень жизни. Так, смотрите, вывело вас это из колебаний, из тяжелой какой-то затяжной ситуации. Может быть, где вам приходилось много тяжело работать. Может быть, где вам приходилось жертвовать своими какими-то интересами ради других. Где вам приходилось разрываться где-то, может быть, на работе, в делах вы были. Но здесь вы каким-то образом вышли из этой ситуации. То есть правильно вы поступили, правильное мудрое решение приняли. Не пошли, может быть, на поводу у кого-то, а выбрали себя. И этим самым вас выводят в успех. Смотрите, здесь очень хорошо проиграется как момент финансового положения, когда вам приходилось прежде очень серьезно и долго биться за свои финансы, много работать, может быть, получать мало, либо оставаться разочарованным в каком-то своем результате, а здесь действительно тяжело много работать, много усилий прикладывать для этого, много труда вкладывать, но получать на выходе результат, который вас не устраивал. Но здесь, получается, вы выходите в такой этап времени, когда вам легко приходят деньги, вам легко достается какие-то финансовые блага благодаря вашей мудрости какой-то, да, что-то вы правильно сделали. Если, смотрите, если вы сейчас в какой-то такой ситуации, то вам говорят о том, что вы не волновались и не переживали, что
выход уже, то есть вы уже на пороге, вы уже на выходе из этой ситуации тяжелой, да, если это касается финансов. Ваше сердце вам поможет, понимаете, верное решение, в нужный момент принять верное решение, которое вас вытолкнет из того сценария, прежнего сценария. Вот, ну смотрите, да. Да, вот именно здесь вот ключом к этой ситуации, если кто-то до сих пор находится в этой ситуации, да, то ключом к этой ситуации служит то, что в каком-то моменте вы выбираете себя. Не идти на уступки для кого-то, не идти на поводу у кого-то, не выполнять чьи-то приказания, либо их ожидания, да, не оправдывать чьих-то ожиданий, а именно поступать так, как вы считаете нужным. И это будет ключом, это будет выходом из вот этого прошлого сценария, где вам приходилось много трудиться, но мало получать. То есть вы много вкладывались, но результат был мал. Смотрите, если это не касается работы, а вообще, в принципе, может быть, какого-то общения, может быть, какого-то взаимодействия с кем-то, да, где вы много трудились, много вкладывались, но мало чего получали взамен, да, в ответ. То есть вложения ваши и результат, они были несоизмеримы. То здесь вы получаете, вас выбрасывает из этой ситуации. Вас выбрасывает, потому что вы сейчас будете очень счастливы и довольны тем, что вы получаете по итогу. Но здесь в любом случае что-то верное вы сделали, какой-то верный урок вы прошли, правильно урок прошли, который помог вам вот выйти вот из этой вот закольцовки такой вот, где вам приходилось много трудиться, но мало получать. Вот. Все-таки я здесь склонна к тому, что этот урок, он уже пройден. То есть не кто-то на пороге прохождения, да, этого урока. Потому что если бы вы, допустим, были бы вы еще вот в этом прохождении, то вышли бы карты первые, вот говорящие о том, что вы сейчас находитесь в этой ситуации. Но вышли карты именно говорящие о том, что вы уже как будто бы победили, понимаете, что вы уже прошли это, вы вырвались уже как бы. У вас уже есть этот результат, вы уже его празднуете, вы оттуда уже вышли. Все, у вас новый этап. Вот он, новый этап начался. То есть, скорее всего, вы уже прошли этот урок, прошли блестяще. И здесь уже просто описывается то, чтобы вы могли понять, за что вы, так скажем, выходите сейчас на новый уровень. Почему вы выходите? Потому что вы правильно прошли урок, где вам приходилось выбирать не себя. Да? Вы выбирали не себя, вы трудились для кого-то, ради чьих-то, так скажем, благ, но как будто бы, знаете, забывали о себе, отворачивались от себя, но в какой-то момент вы выбрали, все-таки себя выбрали то, что вам по душе, и это было правильным ключом к вашему уроку закольцованному, который проходил из раза в раз, да, и благодаря тому, что вы выбрали именно себя, вы и вышли из этого сценария. И теперь у вас сценарий совершенно другой, прекрасный, чистый и светлый, да, где вы хозяин своей судьбы, где вы управляете ситуацией, где вы довольны ситуацией, где, в общем-то, вы в своей мудрости, при своем опыте и при своих знаниях и умениях остаетесь, да, и плюс еще получаете удовольствие и радость от своих каких-то действий, от своей деятельности. Если это касается именно работы, если чего-то другого, да, общения или еще чего-то, то здесь тоже просто переворачивайте на эту ситуацию, на свою. Но я все-таки думаю, что здесь именно о пройденном уроке идет речь. Благодарю вас за просмотр. Так, второй вариант. Потом для вас. Ой, смотрите, здесь о чем вам говорить? Очень серьезный вариант, Угу. Смотрите, здесь вам говорят о том, чтобы вы не боялись перемен, не боялись что-либо менять. Не бойтесь ни в коем случае неизвестности. Вам нужно выходить из прежнего сценария, из прежнего образа жизни, может быть, даже из прежнего вашего, мне кажется, прям вот образа жизни. Да, из того, что было вам очень привычно, где вы из зоны комфорта только
из того, что вам привычно, вот сейчас будет шанс выйти оттуда, начать новый путь, обучиться чему-то, начать какую-то новую, неизвестную вам дорогу. Но здесь говорится о том, что вы можете испугаться и оставить все как есть. Это будет для вас ошибкой. Когда вам предложится предоставится шанс, может быть, предложит кто-то что-то, да, вам какую-то, может быть, новую деятельность, новое обучение, может быть, предоставится шанс от высших сил что-либо поменять, может быть, куда-то переехать, может быть, как-то серьезно, глобально поменять что-то в вашей жизни. Не отказывайтесь от этого шанса, это очень важный, судьбоносный для вас будет момент. Здесь просто есть такой момент того, что вы испугаетесь перемен, испугаетесь того, что к вам идет, потому что это будет как будто бы несоизмеримо с тем, что у вас есть сейчас, либо это какой-то совершенно кардинальный образ жизни, либо это какая-то, может быть, кардинально другая деятельность, кардинально другой какой-то интерес, который вам предложат, да, чем-то заняться, чем-то себя увлечь, что, в принципе, в вашей жизни до этого не было, это вам неизвестно, вы до этого такого не познавали, то есть такого опыта у вас не было, и вас это может напугать и заставить вас остаться в прошлом, но это будет ошибкой для вас. То есть вам нужно браться за этот шанс, вам нужно идти в новое, вам нужно либо обучаться чему-то новому, либо соглашаться на какую-то новую деятельность, либо может быть какое-то ваше увлечение новое, что-то вас заинтересовало, и вы думаете, что если я пойду в это дело, допустим, вы хотите, я не знаю, может быть, научиться рисовать, либо вы хотите научиться танцевать. И тут вдруг вы думаете, что я никогда этого не делал, и, может быть, уже поздно начинать, или, может быть, у меня не получится. И либо для этого нужно будет уделять слишком много времени, которого, возможно, у меня не будет, либо мне нужно будет как-то менять свой повседневный график для того, чтобы вписать это дело как-то в свою ежедневную, так скажем, рутину, да, и вам как бы будет дискомфортно, да, вот это вот новое что-то вводить в вашу жизнь, но на самом деле за этим новым кроются очень большие возможности для вас в будущем, поэтому не закрывайтесь от какого-то такого шанса свыше, от предложения, от какого-то, может быть, вашего инсайта, желания, либо озарения какого-то вашего. Возьмитесь за него и так скажем, не бойтесь свою какую-то вот зону комфорта пошатнуть, да, потому что чтобы вас вот этот момент не сбил с вашего верного пути, потому что вот именно вот это новое, то, что у вас уже прежде никогда не было, то, что вы не познавали, не знали, не участвовали в чем-то прежде, но вам бы хотелось, либо вам это предлагается сейчас, то за этим кроется для вас очень хороший шанс, удачная возможность, то, что сделает вас счастливым, то, что наполнит какую-то недостающую часть в вас, то, что сделает вас цельной личностью. То есть здесь будет благодаря тому, вот этой возможности новой какой-то, закроется какой-то момент, когда вам чего-то не доставало в жизни, когда вам чего-то не хватало, где у вас была какая-то нехватка. Эта нехватка наконец-таки закроется, да, то есть вы будете полноценно и счастливо себя здесь чувствовать, и это для вашего будущего важный момент. Поэтому не бойтесь как-то пошатнуть свой ежедневный какой-то уклад, если вдруг, то есть что-то где-то вам будет, может быть, неудобно вписывать в свой график, как я уже сказала. Найдите время для чего-то нового. Если какое-то предложение даже о переезде, то рассмотрите его. Вы рассмотрите его, там что-то важное для вас скрывается, да, за этим предложением. Если это какая-то новая деятельность, тоже присмотритесь обязательно, потому что не закрывайте так сходу, не пугайтесь того, что что-то придется менять. Нужно, как будто бы здесь, нужно менять. То есть не нужно бояться перемен, потому что они важны и они для вас судьбоносные, это как будто бы необходимость. Но кто-то здесь действительно может от этого отказаться, потому что испугается, что повседневная жизнь, устоявшаяся жизнь как-то изменится, и вы не знаете, каким образом она изменится. Здесь будут перемены к лучшему, но главное, чтобы вы не боялись этих перемен. Так, благодарю вас за просмотр. Второй вариант. Так,
Третий вариант. Поток для вас. Ух ты. Смотрите, здесь освобождение идет, освобождение, завершение какого-то этапа. Смотрите, Луна здесь еще, прямо освобождение, прояснение какой-то ситуации, освобождение от ложных каких-то взглядов, от каких-то сомнений. Идет освобождение. От всего ложного вы освобождаетесь, очищение здесь идет, от заблуждений. То есть как-то вы открываете на что-то глаза, что-то проясняется. Что-то проясняется, но здесь прямо вот смотрите, у кого-то может быть через болезненный момент это происходить, потому что все-таки здесь вышла у нас десятка мечей, семерка мечей и башня, карта башня, карта башня говорит нам об освобождении от этого обмана, да, десятка мечей говорит о том, что это заканчивается, завершается, но что-то здесь завершается у вас, идет освобождение от ваших прошлых рамок, смотрите, да, четверка мечей, освобождение от ваших страхов, это у нас девятка мечей, да, просто я буду переводить, просто я думаю, что многие уже знают, да, значение карт, чтобы просто было как-то, чтобы вы сами могли, может быть, для себя какой-то другой смысл, если вдруг у кого-то возникнет такое желание. Почему-то у меня вот именно на этом варианте сейчас вот такие вот мысли ко мне пришли, что у кого-то, может быть, здесь какие-то другие ассоциации будут. Но что самым главным здесь, это то, что освобождение от какой-то шелухи, понимаете, освобождение от какого-то страха, от какого-то кокона ненужного, темного. Я вижу внутри вот какое-то зерно, которое окутано такими темными такими, ну не нитками, но какими-то вот такими вещами, как луковица, понимаете, вот как эта шелуха, да, вот что-то такое темное, и вот сейчас происходит вот этот прорыв, и вот это все черненькие, вот эти штучки, они все опускаются, они осыпаются. То есть это что-то на энергетическом плане, я так понимаю, сейчас мне показали, да, что у вас происходит, может быть, какие-то, может быть, это, знаете, что может даже быть, если это какая-то такая штучка, как прилипшее что-то, да, вокруг, то это может быть какие-то либо сущности, которые присасывались, да, либо это может быть какие-то энергии, да, негативные, которые пытались за вас зацепиться, которые, может быть, даже какое-то время на вас держались, может быть, даже питались вашим вот этим светом, вот этим зерном, ядром этим. Но вы сейчас от этого освобождаетесь. Получается, что вы сбрасываете вот эту вот гадость, вот эту черную. Интересное такое пришла картинка, очень интересная. Вот как ее описать, чтобы вы поняли. Понимаете, освобождение, перемена идет от иллюзий, очищение вот это вот происходит, вот этих вот черной вот этой гадости, вот вы оттуда выходите, вот выход оттуда происходит. И как будто бы, знаете, это прямо длительно, это какая-то рамка, это какие-то рамки негативного характера были. Рамки негативного характера, которые сейчас, они разрушаются. Знаете, как будто, может быть, это как шелуха, она, может быть, уже истончалась, оно потихоньку от вас отваливалось через то, что вы проходили какие-то уроки. Оно от вас отваливалось, но сейчас как будто бы прям резкий сброс будет, то есть резкий, когда полностью вот это все прям отлетит от вас, черная вот эта вот гадость. Я не знаю, какой-то такой вот странный вариант сейчас, что я даже вот, видите, как-то энергетическими моментами говорю здесь, потому что просто я описываю то, что сейчас я увидела, чтобы, может быть, для кого-то это будет, ну, может быть, вы тоже это увидели, либо, может быть, кому-то это снилось, да, вот этот момент, и вы поймете, что это для вас вариант, потому что такой вот очень-очень специфический сейчас вот освобождение, очищение идет, как я уже сказала, энергия ваша освобождается, вот это чистое ядро, о котором я говорила. Да, все хорошо здесь, идет прям красота. Смотрите, ну давайте вот теперь я попробую как-то это все рассказать, чтобы вот это все не этой картинкой, вот этой вот, что вот я увидала, да, а как оно может быть проиграться, ну так скажем, в реальности, да, вашей. Что здесь может быть? Что здесь вы могли находиться в каких-то ограничениях, рамках, каких-то страхах, где вы не могли проявляться, действовать именно так, как
вы бы хотели, либо так, как вы должны были. Вы были вынуждены находиться под каким-то гнетом, где вас держали в каком-то обмане. Может быть, действительно, это был самообман, но как будто бы это что-то навеянное со стороны, потому что все же это идет момент каких-то установок, которые вам навязали извне. Вот. И вы сейчас от этих установок освобождаетесь. Вы сейчас освобождаетесь от этого, очищаетесь, и вы чувствуете свою, ну так скажем, суть, свою энергию. Вы становитесь сильнее, это однозначно, потому что у вас появляется желание проявляться, желание действовать, желание выбирать что-то свое. И смотрите, вот вы очищаетесь, да, как я уже сказала, что это очищение происходит этого момента, вы очищаетесь, освобождается ваша энергия, и вы как бы, смотрите, вы полностью начинаете делать самостоятельно выбор. То есть вы полностью начинаете идти, еще и выбор делать, еще идти по своему сердцу, именно вот по правильному своему пути вы идете, понимаете, по пути вашей души, да, вот в какой-то вы выходите в новый этап, где вы уже действуете по велению вашей души. То есть вы освобождаетесь от всего того, что на вас в социум, возможно, налепил, навязал, нацепил. Какие-то ярлыки, какие-то вот ограничения, какая-то коробочка, какая-то вот замкнутое какое-то пространство, оно разрушается, оно выпускает вашу суть наружу. И вы уже по своему сердцу идете, понимаете, вы действуете по своему сердцу. Это очень интересный вариант. Но я вижу здесь созвучие с первой позицией, с тем, что вы побеждаете какую-то ситуацию. Возможно, здесь, я знаю, все равно у меня много здесь зрителей, которые смотрят именно все три варианта всегда, и поэтому, конечно, здесь для вас все это в связке работает. Вот. Но вот этот момент энергетический, он очень интересный, да, который я описала. То есть здесь большой процесс проходит, именно связанный с вашей энергетикой, с вашей вот аурой, если хотите. Да? То есть здесь идет очищение вашей энергетики, и как будто бы вы начинаете лучше слышать свою душу, лучше чувствовать себя и, в общем-то, жить уже по своей душе, по своему сердцу. Вот так. Здесь интересная такая позиция получилась. Благодарю вас за просмотр. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы провели его со мной. Благодарю вас всех за комментарии. Большая вам благодарность за лайки, за подписки. Желаю вам всего доброго. Пусть у вас все будет прекрасно. До новых встреч.